Друзья, всем привет! Давно не виделись на этом канале. Сегодня хочу что сказать вам. От компании Artland я уже, наверное, третий год вяжу подряд шапки, варежки, капры. Ну, это комплекты. И хочу дать некоторые пояснения вам. Поскольку я уже с артиклами, с этими очень хорошо знакома, хочу вам дать некоторые определения, некоторые подсказки. Плюс мы посмотрим, посравниваем. Все это в одном видео, мне кажется, очень интересно. Покажу какие-то цвета, потому что на сайте это одно, на вживую это другое. Ну, давайте приступим. Вот эта двойная шапка, она здесь есть на канале. С одной стороны выглядит вот таким образом, как будто вот здесь швы. Это изнаночные дорожки. Изнаночные дорожки, 2 вместе, 2 влево через ряд у бабочки. С другой стороны она выглядит, вот эти клины, клинья, 4 клина, да, выглядят как лицевая выпуклая такая. Вот такие шапки нравятся молодежи. До сих пор актуально то, что это крупная вязка. И сейчас немножко о составе скажу. Так, а варежки, да, и варежки у нас есть на канале. И смотрите, обратите внимание, варежки у меня разные. Есть вот с такой косой или араны, скорее всего это араны. А есть вот такие с косой, и я почему-то больше сейчас стала любить вот такие вязать. Вот эти варежки у нас находятся на другом канале. Вот здесь сейчас я вам ставлю просто картинку канала, по названию сами наберете и можете перейти посмотреть. Кстати, капры, мастер-класс в 2 частях, находится тоже на этом же канале, поэтому сейчас нельзя называть просто. Поэтому просто вам поставлю сюда картиночку, сами найдете. Итак, давайте пробежимся по артиклам. Очень мне нравится Бинс, она у них сошла с производства. Вот это вот пряжа Бинс. У нее ниточка с люрексом и шишибриками. Вот видно, да? Вот видно. В разных цветах по-разному. Хочу вас предостеречь. Я здесь хотела сделать заказ и увидела, что один моток стоит 1000 рублей. Обратила внимание на продавца, но это не Artland, это другой продавец. И может быть, я не знаю, как это у них работает. Наверное, может быть, они рассчитывают, что человек по ошибке закажет. Или человек, который не знает, сколько реально стоит пряжа, да, вот заказал. Там 5 мотков надо на комплект. Кстати, любой артикул, все, которые сегодня буду показывать, 5 мотков хватает на комплект. Шапка или варежки, либо капор и варежки. 5 мотков хватает. Итак, Бинс, это у нас выглядит вот так. Вот здесь, по-моему, 2 стирки. Сейчас еще покажу Бинс. Бинс есть в капре. Здесь 1 стирка, как видите, пуха уже меньше, да? Ну, соответственно, когда капор постирается во 2-й раз, когда хозяйка его постирает, то он распушится еще больше. И варежки уже с новой косой, повторюсь, это находится на другом канале. Мастер-классы я имею в виду. Очень мне нравится эта пряжа, жалко, что она сошла с производства. У них есть еще официальный сайт, и там выгоднее брать. Если вы берете несколько упаковок, по-моему, на 10 тысяч, вот в том году, во всяком случае, так было, то там получается выгоднее, чем с ВБ брать. И, ну, и цена поменьше, и расцветок больше. На сайте всегда больше расцветок. На сайт я тоже заглядывала, к сожалению, уже Бинс нету. Но мне прям она очень понравилась. Я уточняла у менеджера, что сошла с производства. Ну, очень-очень жаль. Значит, метраж такой и состав следующий. 5% меринос. Просто вдруг вы у официального продавца на Валберес, конкретно, вот где написано продавец Artland, там конкретно осталось сейчас 2 цвета только. Если вы успеете взять, если они ваши, там нежно-розовый и какой-то, мне кажется, молочный или бежевый. Ну, в принципе, молочный бежевый ходовой цвет, он такой нейтральный. Если успеете взять Бинс, то было бы неплохо. Здесь в составе 5% меринос, 20 шерсть, 30 нейлон, 45 норка и узелковый люрекс. В 50 граммах 240 метров, в упаковке 5 штук хватает на комплект.
Давайте следующую пряжу смотреть. Монро. 30 пух енота, 20 кролик, 20 вискозный шелк, 20 нейлон, 5 металлик, 5 пайетки. 50 грамм 200 метров. Вот здесь я вам помечаю. Шапку я вяжу. Прям вот сейчас давайте, пока уже сюда посмотрела, скажу вам. Если метраж не классический, как у пухонорки, вот смотрите, если классический метраж 350 на 50 грамм, шапку вяжу всегда в 4 сложения. Если варежки и капор, то на одну ниточку меньше. Если пряжа потолще, вяжу шапку в 3 сложения, соответственно, варежки на одну ниточку меньше. Это вам вот прям как шпаргалка, да, такая удобная. Итак, ниточка Монро. Она мне тоже очень понравилась. В ней меньше пуха. Правда, вот это у меня еще не стирано. Та же двойная шапка. Она у меня и самая продаваемая. Вот так вот выглядят варежки. Кто-то любит просто очень пушистый, да, кто-то любит где поменьше пуха. Вот по мне, вот, например, я, когда много пуха, не люблю. Кто-то любит прям огромный-огромный ворс. Есть такие любители, ну, каждому свое. Мне вот больше нравится, когда поменьше пуха. Вот как раз это Монро. Давайте поближе, наверное, шапку покажу. Правда, я ее не стирала еще. Здесь у нас люрекс присутствует и маленькие-маленькие пайетки. Вязка крупная получается. Ниточка в 3 сложения. Варежки в 2 сложения. Уютные, комфортные. От 18 в обхвате до 20, до 22 даже, потому что, смотрите, они во все стороны. У кого-то, если длинные ногти, то есть такой размер универсальный. И здесь также палец может вытянуться, если подтянуться, точнее, если, допустим, там ногти нарощены. В общем, вот такие комплекты прикольные получаются из пряжи Монро. Дальше, вот это артикул Элегант. Вот я не скажу вам состав, так как я ее сейчас на ВБ не нашла. Пайетки здесь в цвет, такие чуть-чуть блестят, но в цвет пряжи блестят. Тоже очень мне понравилась пряжа. Состав не могу сказать, но ее, наверное, тоже сняли с производства. Я ни метраж не помню, ничего. И очень жаль, я их в том году вот попробовала, и только один цвет вот у меня. Но вот про эту ничего не могу сказать. Это у нас Элеганс. Элегант или Элеганс. Так, вот это вот новый артикул. В этом году я первый раз попробовала. Шапку еще не стирала. Это у нас называется артикул Аура. Варежки еще не связала. И давайте посмотрим здесь состав. Вязала в 4 сложения, так как метраж в 50 граммах 350 метров. 50 пух кролика, 30 шерсть, 20 нейлон. Решила попробовать, потому что там такая мягенькая. И вот, смотрите, классический пух норки с метражом в 350 метров на 50 грамм. Вот это вот пушистик. А вот это вот аура более гладкая. Она подойдет, я думаю, в 2 ниточки. Это получится, если в 100 граммах 700 метров, 2 сложения на 100 грамм 350 метров. Хороший будет джемпер, возможно, даже кардиган. То есть можно вязать вот из этой нити, она более гладкая, не только аксессуары, но и плечевые изделия. Так, теперь по капром. Капор у нас вот в этом цвете найдете на 2 канале. Зайдите сначала на 2-ю часть обязательно, потому что я немножко подзапарилась. 1-ю часть выпустила без превью. И только во 2-й части было превью, то есть описание хода работы. Поэтому лучше сначала зайти на 2-ю часть, а потом перекинуться на 1-ю часть. Могу гордиться этим капром, так как я его очень часто вижу где-то в ВК, на других площадках. Вяжет именно вот как я. Обработка. Все входит в мастер-класс. Шнурок правильно заправляем вот так вот, да, чтобы при затягивании у нас дырочки не растягивались. То есть правильно вставляем шнурок, все как положено. Мне не нравятся капры вот такие квадратные. Я видела на улице, как это выглядит со стороны. Поэтому я в том году, 2 года я вязала эти капры, и я в том году записала мастер-класс вот с такой округлой макушкой. То есть объемный, красивый капор. Подходит он от размера
55, 54 даже, и до 60. То есть здесь как хотите, так и затянете. Да, и, кстати, если понадобится какой-то уголок, если вы хотите что-то сами изменить, да, то тогда уже упаковки не хватит. Вот именно упаковка это вот в таком виде. Это резинка, там сколько-то сантиметров. Это вот на обработку много уходит, да, и варежки с подгибом даже хватает. То есть уютные такие варежки. Мне нравится вот эта коса, она и теплоты добавляет, и косы какой-то уют дают, да, вот зрительно. Не просто лицевая гладь, да, а вот коса такая, не знаю, мне прям очень нравится эта коса. И хватает даже на варежке, видите, с двумя, не с двумя, а с подгибом, да. Кому-то хочется с подгибом носить, кому-то надо для тепла подеть. Сейчас я вам некоторые цвета покажу. Вот этот шоколадный. То же самое, я там в этом мастер-классе рассказывала, там еще желтый был капор, он у меня продан, значит, как поменять, например, повыше, побольше. Я там рассказываю, как, в принципе, если вы хотите изменить форму немножко. То есть один вот побольше розовый, шоколадный чуть-чуть поменьше. Варежки тоже такие же с косой. В последнее время, я говорю, вяжу только вот с этой косой. Так, а вот к этому у меня тоже есть варежки. Эта шапка новая, она еще нигде не опубликована. Здесь, как видите, макушка необычная. Это двойная шапка, и здесь фабричная макушка. То есть это не четырехклинка классическая. И вот сейчас сижу, сейчас вспоминаю, как я ее вязала в том году. Записи потеряла. И вот сейчас я вот на таком цвете готовлю мастер-класс. Это вот такой цвет. Сейчас я вам цвета давайте озвучу классического артикула пух норки. Значит, в 50 граммах здесь 360 метров. Ну, неважно, 350 или 360. Так как где цвет 0,7 светло-желтый. Смотрите, есть вот такой артикул. Мне он тоже очень нравится. Прям нежнятина такая. 0,8 кремовый. Так и есть, правильно. Я не подобрала к нему как бы название сама. Прочитала. Кремовый. Кремовый очень красивый. Это такой яркий, но не ядреный, да, а такой приглушенный лимонный. Светло-желтый называется. А этот кремовый. Теперь по голубым пройдем. Это вот то, что у меня в наличии осталось. На самом деле цветов на самом деле очень много. Если каких цветов нет, потому что вот такая пряжа у них всегда есть. Потому что это классика. 100 лет вязали, еще 100 лет вязать будут. Пушистики любит молодежь. Так, а здесь цвет у нас, где там-то был написан. Если какого-то желаемого цвета для вас нет, вы можете поставить в лист ожидания просто, и все. Так, девчонки, а вот на этих артикулах я не вижу почему-то названия. Здесь, где у нас пишут название, прям под штрих-кодом. А здесь этого штрих-кода нет. Это партии, наверное, разные, поэтому... Ну, вот это типа джинсы что-то. Да, цвета здесь нету. Отличаются этикетки, партия от партии, видите, отличается. Прям один в один все. Она и по мягкости один в один вся. Да, дополнительная нить никакая не идет, она не требуется, поскольку ниточка уже обработана. Ну, вот эти не могу сказать, просто для сравнения, да, вот нежно-голубой. А вот этот, мне кажется, он, наверное, цвета джинс какой-то. Но не темный, а светлый. И в этом году я еще познакомилась с букле. Букле я познакомилась два вида у компании Artland. Есть букле XL в 50 граммах 115 метров, 36-19 акрил, 50 нейлон, 1% спандекса. Ниточка пружинистая, шапка в два сложения. Посмотрите, какая шикарная шапка. Я люблю вот такие макушки именно. И сейчас я заказала себе еще такую же пряжу. Буду вязать шапку-кошку. Я здесь померила. Я в том году вязала на заказ из другой буклированной пряжи. В белом цвете, в сером и в белом. И вот серая у меня осталась, белая продана. И серый цвет я на себя сейчас надеваю. Мне так нравится. А вот этот цвет мне в последнее время идет. И я когда вот эту связала,
вспомнила про ту серую шапку и решила себе из такой же пряжи в 3 сложения связать такой крупной вязкой, да, резинкой, связать шапку-кошку. Ну, просто мне идет, я не знаю. Кстати, есть у нас ролик на канале на этом. Шапка-кошка, там лицевой гладью, из какой-то бюджетной пряжи, по-моему, Ализе, что ли. В комментариях читаю, оказывается, не только я одна, 25 плюс, которые носят шапки-кошки. То есть не только молодежь носит. И бактус. Бактус мой авторский. Связан он от ленточки, но вот эту линию, длину вот этого крыла буду рассказывать на том канале, как мы ее можем поменять. Мастер-класс уже, в принципе, должен выйти, он уже готов, там нету только превью. Бактусом этим просто горжусь. Это будет на том канале. И еще есть у них мелкое букле. Вот смотрите, отличаются как этикетки. Здесь просто букле, состав одинаковый, метраж разный. Вот эта ниточка синяя, которая потоньше. Я из нее сейчас покажу, вязала в технике интарсии джемпер. 50 грамм, здесь 220 метров. А букле вот это 50 грамм, 115 метров. Тоже, кстати, на комплект уходит 5 моточков. И приличный бактус 63 умножить на 2, это метр, да, там метр 20. 6 и плюс еще вот здесь сантиметр на сгибе. Ну, в общем, приличный такой бактус получился. И вот здесь 42 сантиметра. Ну, в общем, приличный такой комплект получился и очень уютный. И, кстати, у них вот очень хорошая цветовая палитра. Вот в таком букле там тоже есть яркие. Сейчас я вам покажу джемпер, который я связала. Давайте я немножко вот это все приберу. Джемпер связан сверху вниз в технике интарсия. Здесь светло-бежевый участвует у меня. И вот такие лампасы по рукавам. Все это вяжется сверху вниз одним полотном. По низу я немножечко, мне вот низ не совсем нравится. У меня первый вариант был хеликс здесь. То есть 5 моточков у меня было бежевого цвета, вот такого, да. И 3 мотка, они продаются по 3 моточка. И был 3 мотка вот таких. Один остался, 2 хватило. Ну, так как вроде здесь лампасы вот эти на рукавах есть, да, я часто джинсы ношу, и для меня вот это сочетание цветов очень даже, ну, как бы носибельно. К джинсам подходит вот синий цвет вот этот. Вот здесь у меня был сначала метод хеликсом вязала, то есть через ряд. Через ряд пропускала, и как бы у меня уходило в синий. Потом я подумала, что-то вроде как-то пестро, потом переделала в полосочку, но первый вариант мне все-таки был ближе. Но перевязывать не стала, думаю, будут еще другие варианты. В другой раз тогда сделаю хеликсом. То есть 5 моточков бежевого и 2 моточка. Это рукава и вот низ. Ну, это все посмотрите в мастер-классе на том канале. Там же я рассказываю, как связать интарсию тоже по кругу, допустим, с одной полосой, вот с такой по центру. Такая полоса, она как бы зрительно вытягивает фигуру, да, делает нас выше и стройнее. Можно, конечно, использовать разные цвета. Можно и, воспользовавшись вот этим мастер-классом, можно связать вот такой вариант. То есть, чтобы у вас впереди. По низу у меня здесь кулиска. Тоже, кстати, как кулиску сделать, есть на том канале. Вот эти вот большие дырочки, как здесь что подгибать, как что делать. Я вставляю сюда шнурок. Единственное, я не вставила сюда вот эти заглушки. Они у меня есть. Я на другом джемпере показывала там. Там есть еще один джемпер мастер-класс. На нем я показывала, тоже был низ вот такой вот. Ношу. Кстати, мне очень понравился такой вариант, когда кулиска по низу. ношу. Просто вот так завязав завязочки, да? Но здесь не хватает этих заглушек. Здесь состав летний, поэтому я еще пока никуда не выходила в нем. Вот так вот делаю. А если мне надо... Это, допустим, под джинсы. Если мне надо подлиннее, да? Можно их распустить, по-другому как-то завязать. Пусть болтаются, как в свободном плавании. Если затянуть потуже, то я подворачиваю на талии.
Это я под юбку так ношу, и получается уже совершенно другой даже стиль, да, такой более элегантный. Более спортивный, это когда вот эти завязки снаружи видно. Ну, в общем, регулировать можно подгиб вот этот. Мне показался такой вариант очень удобным. Так что, если что, смотрите на том канале. Вот этот джемпер мягенький, девочки, прям приятненький такой. Букле. Вязать одно удовольствие. Букляшки не цепляются. Ниточка хорошая. Что вот это, что сиреневый вот комплект вам показывала. Не как у пехорки букле. Такое кучерявое, что спица постоянно застревает. Здесь букле мелкое, приятно очень вязать. Хотя инструмент здесь довольно большой. Честно говоря, не помню. По-моему, 4,5 и 5, что ли. Связан по всем правилам. То есть есть углубление по горловине. Я не могу его никак расправить на столе. Углубление по горловине есть, по спинке. Добавлен азиатский росток, чтобы пониже опустить и приподнять спинку. Полуластовица подрез, все как положено. И во второй части, ее еще пока нету, вместе будем делать низ изделия, он также делается как рукава. Это на открытых петлях, а по закрытым петлям обработка в карман, она тоже есть на том канале. Ну, в общем, если что заинтересовало, вы проходите на тот канал. Ой, как хочется все клубочки обнять, люблю все клубочки. Все шапки я выставила сейчас на Авито. Возможно, вам кому-то нужно будет к Новому году сделать подарок, упаковывая в красивую бумагу тишью с бантиком и так далее. Отправка там недорогая. Почта у нас на самом деле сейчас получается намного дороже. Отправка есть с деком. Потом мне очень понравилась отправка через Озон. Достаточно прилично по цене получается. Ну, недорого, я имею в виду. И приходит товар очень-очень быстро. Ну, все, вроде какие-то последние новости вам рассказала. Не все вещи я вам показала, последние работы, не все. Наверное, в следующем ролике это сделаю, потому что и так это видео уже затянуло. Желаю вам легких петелек, девочки. Самое главное, будьте здоровы.